Всем привет, это город Нинчанг во Вьетнаме. И у нас здесь ввели жесткий 7-дневный карантин, который запрещает вообще выходить из дома 7 дней. Закрыты все магазины, полный запрет выхода из дома. Я вот сейчас нахожусь рядом со своим домом, немножко вышел на улицу. Но дело в том, что идти особо некуда. Сейчас все магазины закрыты, все супермаркеты, продуктовые центры. Можно заказать только продукты онлайн. Ввели это с 14 августа. Власти попросили не выходить из дома людей для остановления распространения коронавируса. Город разграничен на разные зоны и везде блокпосты. Блокпосты теперь не пропускают даже при наличии талона в магазин. И магазины это, собственно, закрыты. Теперь купить можно что-то только если у тебя есть какой-то магазинчик рядом с домом, небольшая лавочка. Там могут быть ворота слегка приоткрыты и можно туда заглянуть и что-то где-то купить именно в своей зоне. У нас тут особо нет открытых магазинов, но прям рядом с домом есть небольшой магазинчик. Я и хочу туда зайти. Такие меры ввели, потому что коронавирус не останавливается, все больше заражений. В провинции Ханькоу уже почти 4500 зараженных. Половина из этого числа в городе Нинчанг, 2 с лишним тысячи заражений было. Поэтому они и предприняли такие меры сейчас. На севере Вьетнама уже, в принципе, получилось остановить распространение. Там прям по чуть-чуть выявляется каждый день. Цифра по зараженным во Вьетнаме уже близится к 300 тысячам зараженных. И примерно половина из этого числа в Хошимине. И вот такой карантин сейчас ввели на 7 дней именно в Нинчанге, потому что здесь большее число заражений среди других провинций, которые отдалены от Хошимина. И в Дананге ввели тоже такое же ограничение на 7 дней. Но про Дананг мы поговорим отдельно потом. Следите за новыми выпусками. Я сделаю отдельно видео про Дананг. Сегодня у нас делали опять эти неприятные тесты на коронавирус, где пихают глубоко в нос палочку. Очень было опять так неприятно. Я знаю, что у нас в доме были уже зараженные коронавирусом. И проблема в том, что людей зараженных увозят на карантин, еще и содержат там совсем не бесплатно. Поэтому совсем не хотелось бы заразиться и уехать в заточение непонятно куда. Здесь есть небольшой магазинчик. У него как раз приоткрыты ворота. Мне бы сахара просто надо. Забыли в прошлый раз купить в магазине сахар. Прямо рядом с домом можно хоть что-то купить из продуктов. Вот так они сейчас выдают товар из этого магазина. Глупость, конечно, но хотя бы продают хоть что-то. Сейчас все районы в Нинчанге разделены на зоны. Я реально даже побаиваюсь куда-то ездить, потому что пишут, что много вьетнамцев оштрафовано было. Ну, я так понял, что иностранцев не штрафуют, разворачивают только домой, не пропускают через блокпосты. Но все равно как-то неохота выезжать, там что-то искать где-то. В принципе, осталось еще несколько дней до конца этого ограничения, так что прожить как-то еще можно будет на том, что есть. Вот район Анвен заблокирован давно, из него вообще не выпускали людей, выехать нельзя. Внутри района там люди вроде как гуляют. У меня там живет друг Евгений, который занимается спортом, и ему вообще останавливаться по идее нельзя для поддержания тонуса. Он даже нашел лазейку, как можно пробраться на море. Сейчас все пляжи закрыты, но он пробирается там через кусты по незаметной тропе. Вот он прислал мне видео, как он это делает. Ну вот мы и прошли, а сейчас нужно бежать, я думаю, легкой трусой, чтобы нас никто не заметил. Ну вот она награда, моречко. Сейчас по этой водной глади навернем километра 2-3. Ну что, вот мы отплавали. Часика полтора прошло где-то. Водичка огонь. Всем рекомендую. На центральном пляже и на северном пляже я никого не видел. Только вот наткнулся на такую запись в чатах, где засняли вьетнамца вечером на северном пляже. Стой! Стой! Сейчас свяжемся с Александром, который живет на Анвене как раз. Александр, привет! Ну скажи, пожалуйста, как ситуация там на Анвене у вас? Выживаете, голодом сидите или все неплохо? Как все происходит?
Ну, по сравнению с другими районами, мне кажется, в Анвене точно лучше. У нас еще осталась какая-то территория, чтобы можно было там из дома выйти и возле речки нашей, возле заливчика прогуляться. В этом плане нормально. Но так сидим, как и все, в безопасном участке, который закрыт полицейскими и не выпускают. Ну там не выпускают прямо из-за пределов, да, этого района вообще? Нет, если раньше выпускали хотя бы по талону, который позволял посетить магазин близлежащий, то сейчас даже в магазин выехать нельзя. Это уже сколько продолжается времени? Ну, третий день. А, это вот сейчас, а по-моему уже еще до этого еще там уже закрыли совсем и не выпускали, я слышал, там месяц или что-то. Я выезжал. Ну, ты доезжаешь до ближайшего поста следующего в городе, и тебе говорят, ты куда? Ты показываешь талон, говорят, вон, ты проехал 4 твоих магазина. Возвращайся, покупай все, что тебе нужно, и едь домой. Ну, а сейчас получается заказать онлайн, да, там продукты или как? У нас достаточно нормальная ситуация в Анвене, потому что у нас есть Moonmilk и Walmart. Moonmilk работает, просто выносит продукты из магазина, ты им пишешь на листочке, что ты хочешь. А Walmart, ну, можно зайти и выбрать то, что у них там есть на полках. Онлайн вот мне ребята сбрасывали, например, в Мегамаркете пытались заказать, присылают сообщение, что слишком много заказов мы пока не принимаем. Не могут обработать количество заказов, которые сыпятся на них. Понятно. На море-то не ходите? Я там слышал, что некоторые без палева заходят в море, купаются. Да, если честно, я тоже с детьми сходил, покупался позавчера. У нас есть вот это наше болото, как мы его называем, да, заливчик в Анвене, а есть сбоку еще там бетонка и есть небольшой выход к морю с насыпным песком. Но море грязное, волны, там камни, заход очень неудобный. Мы сходили и больше не пойдем. Ну так, если уж сильно хочется, можно поплавать. Ну, то есть, да, получается, что у вас вообще там самое лучшее условие, да, среди всех. А я что-то думал, что там наоборот все так себе не очень. Заблокировали и продукты не привозят туда. В чатах что-то такое писали. В Анвене народ скооперировался, каждый что-то, кто-то капусту маринует, кто-то пирожки жарит, кто-то сдобную выпечку и какие-то тортики делает. Такой мини-городок. Ну хорошо, спасибо. Ладно тогда, до связи. А сейчас позвоним Лене, он живет на севере Ничанга. Спросим у него, получилось ли как-то в магазин сходить или съездить, и купил ли он вообще продукты. Продолжаем связываться с местными локалами и узнавать, как у них дела в это нелегкое время. Леня, привет! Ты живешь на севере, да? И вчера ты мне рассказывал как раз, что съездил в первый раз, тоже не знал, что такие большие ограничения на неделю ввели. И ты поехал, не зная этого, как в обычном режиме, по талону в магазин, и тебя развернули обратно, ты не смог доехать. Вот расскажи, я потому что сегодня побоялся вообще куда-то ехать. Сейчас настолько жестокие меры, что невозможно доехать до магазина, до аптеки, никуда. То есть я буквально выехал из переулка, из своего, где я живу, проехал там 30 метров, меня остановила полиция, сказали, что с сегодняшнего дня вы не можете передвигаться, вы можете воспользоваться доставкой, там какие-то еще варианты, но выходить из дома совсем нельзя. Сегодня я тоже пытался съездить, ну, то есть то же самое. То есть неважно, есть у тебя документ, нету, там даже уже, они даже не смотрели. Едьте домой, говорит. С моего района можно выехать, там 2 блокпоста всего, то есть в сторону моря на первую линию и в противоположную. Оба блокпоста достаточно серьезные, там и полиция, и охрана, и куча всего. И ближайший у меня магазин оказался полностью закрыт, Винмарт, который работал все это время. А что делать, если ты вообще без продуктов остался? У меня было что-то куплено, мне сейчас на эти вот несколько оставшихся дней еще хватит продуктов. Ну, у меня приблизительно то же самое, то есть я закупил продукты неделю назад, все, которые необходимы. У меня остались там первой необходимости, но набор продуктов нормальный, он уже нарушен, то есть уже питание, скажем так, компромиссное. Тут еще вот новость, как раз я вчера узнал, из Ханоя, из столицы Вьетнама в Москву организовали самолет, и они сейчас вот поедут, полетят, как бы еще одна группа людей, то есть сейчас какая-то такая пошла паника небольшая среди людей, что некоторые прям встали на лыжи и погнали. Сначала у кого-то какая-то была работа, потом ее не стало. И в итоге мы сейчас все сидим дома. Если у кого-то есть какая-то перспектива или помощь, то еще можно. Если нет, то один вариант возвращаться в Россию. Но это очень сложно. То есть я начал изучать этот вопрос несколько дней назад, проштудировал какие-то чаты, группы в Телеграме и так далее, и так далее. Масса информации. Во-первых, это очень дорого. Во-вторых, там несколько проблем. Нужно добраться сначала до Ханоя или до Сайгона. Оттуда летят самолеты за границу. Это первая проблема. Нужно сначала купить этот билет.
Для того, чтобы на него попасть, на этот рейс, нужно сделать экспресс-тест на коронавирус. У него очень короткий срок действия. Тебе за это время нужно попасть в Сайгон или в Ханой, сдать еще один тест. Заехать нужно будет в иммиграционную службу, решить вопрос, потому что большинство людей, кто здесь находится, у них уже нет визы. Для того, чтобы отметку сделать, что ты улетаешь. Для этого тебе нужно передвигаться по Сайгону, а там точно такой же жесткий локдаун. Туда никого никуда не пускают. Потом ты едешь, сдаешь тест с QR-кодом специальный. Только такие принимают авиакомпании, когда ты уже будешь лететь. И на каждом этапе может случиться какой-то сбой. И тут какой момент? Как только ты начинаешь этот процесс, у тебя пошло время. То есть у тебя сразу же экспресс-тест, время идет, тебе нужно успеть попасть в Сайгон, к примеру. Пока ты там катаешься по Сайгону, тебе нужно быстренько заехать, все дела поделать, потому что у тебя опять же ограничено время. И на каждом этапе какой-то нюанс, допустим, ты вызвал там какое-то неправильное такси, у тебя водитель оказался без этого теста и тебя развернули. И все пошло крахом, то есть у тебя посыпалась вся эта схема. Но это очень сложно, на самом деле попасть. Если ты сядешь в самолет, это ты просто уже совершил подвиг. Рекомендуют люди непосредственно приобретать билеты на официальном сайте, потому что агрегаторы потом могут не вернуть деньги, а отменяются рейсы один через один. Еще один нюанс, забыл уточнить, комендантский час начинается с 6 часов. То есть нужно заранее этот момент тоже предусмотреть. Поэтому все это такой огромный риск, и в сравнении с тем, как люди раньше летали между странами, это просто большая проблема. По поводу вакцинации, кстати, могу тебе сказать, сегодня делал русский человек, вакцинировался в Хошимине, он там живет. Я тоже в каких-то списках, не знаю, что это будет за вакцина. Я, конечно же, буду делать вакцину. Ну, в смысле, я не антипрививочник, никогда не против этого. Я уверен, что хуже мне точно не будет. Есть рекомендации на сайтах, информация об этой вакцине и так далее. К тому же у меня будет документ. Это не менее важно. Одно дело, что вот, допустим, тот процесс, который я сейчас рассказал про возврат в Россию, к примеру, там везде эти тесты 1, 2, 3. Это очень сложно. А тут, получается, у тебя есть паспорт, вакцины, все, ты уже спокойно катаешься. Если у тебя где-то возникла проблема, ты можешь выждать какое-то время и продолжить. Да? А получается, люди берут билет, отменяется рейс, они сидят, ждут возврата денег, а у них время тикает, закончится вот-вот тест. И они вынуждены где-то брать денег еще, покупать опять билет и так далее. Я считаю, что вакцина это нужно делать. Те, кто думает, что там чипирование или еще что-то, нет. А сейчас свяжемся с Алексеем из Хошимина. Он как раз сегодня вакцинировался, один из первых иностранцев, получил вакцину совершенно бесплатно в Хошимине. Привет, Илья. Как известно, я не знал, куда мне идти, чего мне делать, где мне получить вакцину. Никто меня вообще не уведомлял, потому что мой хозяин, дома, в котором я живу, вообще про меня, мне кажется, совсем забыл. Соответственно, я съездил в People's Committee, есть даже видео об этом. И там у меня девочка взяла мой контакт, мои данные, записала и пообещала меня проинформировать. Она мне написала смс-ку, что там: уважаемый Алексей, завтра можете пойти в 8-8:30 утра и провакцинироваться, но вакцина будет китайская. Было известно, что на самом деле экспаты — это одна из такая чуть-чуть более привилегированных групп, и правительство на самом деле экспатов хотело колоть. Да? Я просто думал, что их долго не будут колоть. Трабл, который случился с экспатами, экспаты пошли колоться в обычные центры вакцинации, их туда в принципе и звали, но после нескольких инцидентов, там, по-моему, с вьетнамцами были инциденты, которые просто умерли, прям чуть ли не отходя от пункта вакцинации. Правительство просто испугалось, что, не дай бог, такое произойдет с экспатом, и это будет некий дипломатический скандал. И взяло паузу. Паузу взяло для того, чтобы, во-первых, организовать отдельные пункты, на которые экспаты смогут прийти, где будут врачи, говорящие на английском языке. Консультацию нужно провести, нужно опросить пациента. А второе, вьетнамское правительство получило разрешение у посольств на то, чтобы вьетнамцы могли отвакцинировать их граждан. В том числе они получали разрешение у посольства Российской Федерации. Если посмотреть на фан-пейдж Российской Федерации в Фейсбуке, там есть прям пост о том, что мы там дали добро на вакцинацию наших граждан во Вьетнаме. И после этого пошла вакцинация. А потом случился стопор из-за того, что кончились вакцины. Просто всех перестали колоть, не только экспатов, и вьетнамцев тоже.
но у них был Sinopharm. И вот сейчас колят Sinopharm. Sinopharm это китайская, да? Ну да, Veracell, называется вакцина Veracell, компания, по-моему, называется Sinopharm. Соответственно, я сегодня приехал туда в 8 часов 10 минут утра, нас встретили, посадили на стульчики, выдали анкеты, мы все заполнили, подождали, когда привезут вакцину. Вакцину привезли в таком белом пластиковом ящике. И нас начали колонной заводить, вакцинировать. Сначала идет health-check, проверяют давление, пульс, опрашивают, все ли с тобой в порядке, не было ли у тебя аллергии, не было ли там каких-то еще историй. Если все хорошо, дальше садишься, тебе делают укол, потом идешь отдыхаешь. 20 минут сидишь, еще раз подходишь к врачу, врач спрашивает, все ли с тобой в порядке. Каждый вот этот этап — это отдельный доктор. То есть ты идешь как по конвейеру. Вся вот эта цепочка людей в очередь, она идет по конвейеру. И это очень удобно. И на самом деле еще интересная штука есть. Вьетнамское приложение, я не смогу просто название его сказать. В этом приложении, на самом деле, вот сейчас можно посмотреть, например, вот то, что я вот сегодня получил свою дозу. Серийный номер вакцины указан. Плюс в этом приложении там явно задел на будущее, там есть QR-код, это как твой паспорт вакцинации, там есть раздел «Traveling», то есть явно они рассчитывают, что дальше traveling пойдет вот через вот эти вот электронные паспорта вакцинированных. И это реально круто. Я приехал сегодня домой после вакцинации. Первые где-то час-полтора было вообще все отлично. Потом была такая слабость, как будто бы не выспался. То есть не то, что там прям вот плохо, там температура, такого ничего не было, вот, как у AstraZeneca, такого не было. Просто такое ощущение недосыпа. Вот у меня жена просто пошла, поспала 2 часа, проснулась, все, бодрый огурец. Я вот тоже сейчас вот все в целом нормально. Ну какая-то слабость есть же, да, немножко? Нет? Она была, сейчас она все, меньше. То есть там часа 3 назад, я реально просто лежал, лежал, отдыхал. Но организм же все равно еще индивидуально реагирует на все это, поэтому, может быть, еще от самого организма зависит. Да. Вот конкретно и у меня, и у жены очень похожие, скажем так, эффекты, да, то есть спецэффекты в виде такой легкой слабости, но у обоих не было температуры. А вторая доза когда будет? Надо будет идти колоться? Там не совсем понятно, там сказали, кто-то говорит через месяц, кто-то говорит через 2. Кто-то это вот кто-то из медперсонала, которые ставили вакцину. То есть один доктор сказал, через месяц примерно будет вторая доза. На выходе, когда вот выходной health-check мы делали, я спросил, мне сказали 2 месяца. Посмотрим.